Чё, охуел? Что? Я звук настроил. Ладно, хорошо. Ну давай еще. Вот нормально. Привет, это программа действительно. Ты чего, охуел? В комментариях так бы люди писали, блядь. Вот. Чего? Чуваки, мы все думаем над приветствием. Пишите в комментариях, какое нам приветствие подойдет к нашей передаче. Привет! Это программа «Дефицит настоящего». Сегодня у нас впервые реакция на иностранную группу. Это беспрецедентная акция, и это группа Memphis Mayfire с новым синглом Blood and Water. Погнали! Мощно. Так, какие ваши первые ощущения? Мощно, драйвово. Ну, понятно. Что удивило, новый строй на гитарах, потому что раньше-то они играли очень высоко, там вот как вот была эта волна постхардкорная в 2009 году, да, они играли что там, Drop Re, наверное, был, а здесь вот новомодный саунд этих джентовых групп, какие-то спущенные строи. Необычно звучит его голос, потому что если ты... В сочетании. Если ты раньше его работы слушал, они... У них была тональность выше, и он пел своим голосом очень высоко. Да, мне кажется, а здесь у него как бы он в тональности опускает. Да, ниже, и как бы у него тембр раскрывается немножко по-другому. Ну, интересно. В современной манере. Все. Очень, мне кажется. очень. Ну, да. в хорошей современной. Да. Ну, а еще этот в конце обсудим. Да. Погнали. Пахнет брейкдауном очень, да? Классическая подводка. Классика. What you wanted, I can't believe you got the best of me.
Хорошо. Что в целом скажете, коллега? Ой. Хорошо. Надо на Spirit Box потом сделать, они тоже хорошие. Окей, прям сейчас. Прям сейчас. Хорошо, качево. По сравнению, например, с последним альбомом 2018 года, гораздо менее попсово, гораздо агрессивнее, то есть как будто тоже к какому-то такому... Я не могу сказать, что к старому звучанию возвращаются, но, не знаю, больше как-то на хороший, короче говоря, Modern Metalcore это похоже, вот, и даже как местами, не напомню, каких-нибудь Amity Friction, там, золотых времен, так скажем. Фига, Вот. даже их. А мне напомнило, не знаю, это напомнило Of Mice of Men, особенно по вокалу. Очень-очень похоже по тембру. Кстати, да. Что я заметил, сохранилось их лицо, потому что вот у них классические проходки по гитарам, ту-та-та-ту, такие вот эти металкорные, да, но в новой свежей обертке. Мне кажется, Sumerian Record просто к ребятам пришли, говорят, типа, чуваки, надо что-то поменять. Потому что, если обратиться к их старым работам, как бы все остальное друг на друга похоже. Из-за этого мне кажется, что вот эти группы, почему сейчас и вне внимания, потому что для меня эта группа как бы в 2011-2012 очень много значила, и вокалист, он прям вообще топовый, потому что его техника прям... Ну, по вокалу все очень круто. По вокалу, да, что по-чистому. Если брать, допустим, пример «Бомжа», ну, Дэнни Уорснапа, да? Мог не говорить. Кто бомж, все знают. Если брать пример Дэнни Уорснапа, то у него вокал на уровень как-то упал, короче. Ну, так он бухал, курил, наверное. Да, но как бы эти чуваки, они же там ровесники, собственно, по жанру и по времени, которым они играли с Александрией, и типа они себя сохранили. Вот в данный момент, то, что мы сейчас прослушали, они себя сохранили. Да, в новой обертке, да, немножко там поменялись такие детальки, но как бы они остались Memphis My Fire и как бы по своему качеству. Как бы если слушаешь Александрию, да, это, ну, как бы тоже можно кинуть респект Александрии, то, что у них жанр как бы меняется. И это такая не статичная группа, которая постоянно развивается, а у этих это как бы, знаешь, вот то, что мы часто спрашиваем в нашей передаче про true, это, знаешь, чисто true, пост-хардкор, только 2021 год. В новой обертке. Ну да, нельзя сказать, что где-то застряли они в целом, то есть все равно они что-то стараются как бы свежо звучать, и... Ну, им интересно, как мне кажется, для них бодро, то есть они для себя в этом жанре не списались, не ушли в попсу, не ушли в электронщину дикую. У меня как бы смешанные чувства, да, как бы, типа, я рад, что они как бы на плаву, до сих пор здесь, но меня немножко смущает то, что песни все равно остаются немножко безликие, как бы... Не отличить? Да, ты как бы это уже точно слышал. Ты знаешь, что сейчас вот этот подход как к брейкдауну, ну, то, что там было, да, он... Да. И потом небольшая пауза. Да, пауза, он что-то отчитал. То есть, как бы структура не поменялась. Возможно, это как бы элемент жанра. То, что типа структурировано всё. Да, оно как бы, а как ты поменяешь ее с другой стороны? Не, ну все равно сесть чуть поэкспериментировать. Ну ладно, неважно. Короче, немножко это безликим для меня осталось. Но приятно, что эта группа еще живая и что-то делает. Поэтому в целом, сколько? 7 из 10 я бы Ничего плохого не можешь сказать. Ты уже сказал. Кроме того, что это не супер оригинально, скажем так, да? Типа, если это сингл, если весь альбом будет такой же, ну... Это плохо. Моя мотивация послушать альбом как бы... То есть, наоборот, да, короче? Ну да, она упадет немножко. Я послушаю, типа, но для меня, кроме первых 2 альбомов, наверное, ничего не будет. Ну, ясно. Ну, просто я, например, думаю, что там могут быть другие треки. Во-первых, там будет что-то медленное, возможно. Ты также с Architects думал. Ну, хотя да. Нет, слово сказать, они там были. Да, они там были. Вот, ну, да. Нет, когда группа начинается с такого сингла, я думаю, что в принципе, ну, нет, даже если альбом будет весь в такой стилистике, я согласен с тобой, что он в некотором смысле будет одинаковый, наверное. Но для меня, лично для меня, это будет лучше, чем, например, то, что сделали там A Day to Remember, или вот этот вот уход, или там, ладно, про The Horizon вообще в суе лучше не вспоминать. Если ты послушаешь, если ты сравнишь архитекторов и вот это, архитекторы даже как-то менее попсово звучат. То есть... английская группа, говорю, звучание очень много играет здесь, понимаешь? Если ты покажешь какой-нибудь девочке песню Memphis My Fire, она скажет, ой, типа, прикольный припев. Вот если ты включишь какой-нибудь там
песню «Архитектор» делал... Если ты включишь какой-нибудь позже альбом Grave Digger, то там точно... Нет, если даже включишь последний альбом, то там тоже как бы такие... в принципе, можно выбрать песню, да. Такой более такой плотный звук. Ладно, короче. И подача, да, немножко другая. Совершенно. Хотя... Но типа тоже это чуваки, там есть да, пение. чуваки Memphis My Fire сохранили себя, за что я им респектую, и да, они вот как бы играют со звучанием, но мне кажется, это просто топтание на одном месте, просто ты сменил кроссовки. Ладно, неважно. Да? Ну, мне интересно, я говорю, да, мне все равно интересно, я, может быть, даже обращу больше внимания для себя на эту группу, она не станет моей там любимой, скорее всего, и потому что я немножко все-таки другое звучание люблю. И вообще, как бы, американское звучание это в целом как бы не мое. Ну да, то есть, такая. Мне тоже британцы да. больше, либо что-нибудь скандинавское. Да, оно как-то интереснее. Вот. Но тем не менее, да. Вот как бы это адекватно времени, адекватно группе, адекватно стилю, наверное, и тому, что эти чуваки крутые, безусловно, делают. Наше мнение таково. И писать в комментариях, что мы пидорасы. Можно. Можно. Но в целом. Осторожно. С вами была программа «Дефицит настоящего». Слушайте крутую музыку и смотрите наш канал, подписывайтесь. И до скорых встреч. Увидимся. Пока.